Мировая океанология и климатология столкнулись с событием, которое по праву можно назвать пробуждением гиганта. Самый большой айсберг на планете, получивший техническое обозначение А23А, пришел в движение после 30-летнего периода неподвижности. Сообщения, поступившие от агентства Reuters и подтвержденные данными со спутников мониторинга Земли, вызвали небывалый ажиотаж в научном сообществе. Этот колосс, площадь которого составляет почти 4000 квадратных километров, представляет собой не просто глыбу льда, а автономный массив, чьи масштабы сопоставимы с целыми государствами. Для наглядности его площадь в 3 раза превышает размер Нью-Йорка и более чем в 2 раза площадь Лондона. Вес этого исполина оценивается в фантастическую цифру — почти 1 триллион тонн. Это событие не просто курьез природы, а серьезный индикатор процессов, происходящих в самых труднодоступных уголках нашей планеты. История А23А началась в середине 1980-х годов, в эпоху активных полярных исследований. В 1986 году произошел масштабный отел шельфового ледника Фильхнер-Ронне, расположенного в Западной Антарктиде. Огромный фрагмент льда откололся от материкового щита и начал свой путь, но его самостоятельное плавание закончилось, едва начавшись. Глубокая килевая часть айсберга, уходящая под воду на сотни метров, намертво зацепилась за морское дно в южной части моря Уэдделла. Этот момент стал началом 30-летнего плена. На долгие десятилетия А23КИ превратился в ледяной остров, неподвижно застывший среди дрейфующих паковых льдов. Любопытно, что этот ледяной массив хранит в себе частицу советской истории. На момент его отделения на леднике располагалась сезонная исследовательская станция «Дружная-1». Из-за внезапного разлома возникла реальная угроза потери ценного оборудования и материалов. Советским полярникам пришлось проводить сложнейшую операцию по эвакуации имущества со станции, которая внезапно оказалась на борту неуправляемого ледяного плота. С тех пор законсервированные остатки станции остаются на поверхности А23А, совершая вместе с ним это медленное историческое путешествие. На протяжении десятилетий ученые задавались вопросом, что заставит этот 1 триллион тонн льда снова обрести плавучесть. Ответ кроется в неумолимых законах физики и термодинамики. Глициолог британской антарктической службы Оливер Марш поясняет, что даже в условиях экстремально низких температур Антарктики лед не является абсолютно статичным. Нижняя часть айсберга, соприкасающаяся с морским дном, подвергалась постоянному, хоть и медленному, воздействию более плотной и соленой морской воды. Вероятно, за 30 лет процесса подтаивания снизу, базального таяния, основание айсберга истончилось настолько, что его общий вес уменьшился, а подъемная сила воды превысила силу сцепления с грунтом. Как только якорь был потерян, А23А перешел в состояние свободного дрейфа. Подхваченный мощными антарктическими ветрами и глубоководными течениями, он начал стремительно, по меркам ледяных масс, двигаться мимо северной оконечности антарктического полуострова. Современные спутниковые снимки в высоком разрешении фиксируют, что скорость его перемещения нарастает, и он выходит на оперативный простор океана. Дальнейшая судьба А23А предопределена глобальной системой циркуляции океана. Ожидается, что в ближайшее время он будет подхвачен антарктическим
циркумполярным течением, течением западных ветров. Это мощнейшая водная артерия планеты, которая опоясывает Антарктиду и диктует направление движения всем крупным объектам в Южном океане. Путь гиганта пролегает через так называемую аллею айсбергов. Специфический коридор, по которому ледяные массы выносятся из моря Уэдделла на север, в сторону более теплых вод Атлантики. Здесь А23А окажется в компании множества других обломков ледяного щита. Однако из-за его чудовищных размеров его поведение будет отличаться. Обладая колоссальной инерцией, он практически не зависит от поверхностного волнения, но крайне чувствителен к глубоким океаническим потокам. Это делает его навигацию предсказуемой для ученых, но опасной для экосистем, встречающихся на пути. Главное опасение экологов связано с островом Южная Георгия. Этот субантарктический остров — настоящий оазис жизни в суровых условиях юга. Здесь расположены колоссальные колонии королевских пингвинов, морских слонов, тюленей-крабоедов и миллионов морских птиц. Жизненный цикл этих животных жестко привязан к возможности свободного выхода в море для охоты на криль и рыбу. Если траектория дрейфа приведет к тому, что А23А снова сядет на мель у берегов Южной Георгии, это может обернуться региональной экологической катастрофой. Блокада кормовых путей. Гигантская ледяная стена длиной в десятки километров может перекрыть животным доступ к традиционным местам кормления. Пингвинам придется преодолевать огромные расстояния в обход айсберга, что сделает невозможным регулярное кормление птенцов. Изменение морской среды. Таяние такого объема пресного льда резко меняет соленость и температуру воды в прибрежной зоне, что может привести к гибели локальных популяций криля, основы всей пищевой цепи Антарктики. Разрушение донного рельефа. При столкновении с мелководьем айсберг буквально вспахивает морское дно, уничтожая уникальные сообщества донных организмов. Подобный сценарий уже рассматривался в 2020 году, когда к острову приближался другой гигант — айсберг А68. Тогда миру повезло. Под воздействием течений и внутренних напряжений А68 распался на несколько фрагментов, которые прошли мимо острова. Однако А23А выглядит более монолитным и прочным, что заставляет ученых готовиться к худшему развитию событий. Даже если А23А минует Южную Георгию, его путешествие не закончится. По мере продвижения на север он попадет в зону более интенсивного судоходства. Дрейф в сторону Южной Африки создаст беспрецедентные риски для торговых судов. Огромный массив льда будет постоянно отбрасывать от себя более мелкие фрагменты — гроулеры и берибиты. Эти обломки размером с грузовик или дом почти не возвышаются над водой, что делает их практически невидимыми для судовых радаров в условиях шторма. Тем не менее, у таяния А23А есть и обратная, позитивная сторона. Ученые называют айсберги удобрителями океана. Лед, формировавшийся тысячи лет на материке, содержит в себе минеральную пыль и соединение железа. При таянии эти вещества попадают в океан, вызывая бурный рост фитопланктона. Планктон, в свою очередь, является мощным поглотителем углекислого газа из атмосферы. Таким образом, гибель ледяного гиганта парадоксальным образом поддерживает жизнь в океане и помогает планете бороться с парниковым эффектом.
В настоящее время за каждым микродвижением А2-3А следят орбитальные группировки спутников разных стран. Глициологи используют радарные снимки, чтобы заглянуть сквозь антарктическую облачность и понять, как меняется структура льда. Конец 30-летнего затишья А23А — это напоминание о том, что Антарктика — это не застывший музей, а динамичная и мощная система, способная в любой момент изменить облик Мирового океана.